должны стыдиться признавать свои ошибки. Они означают лишь то, что сегодня мы мудрее, чем были вчера. Александр Поуп. Здравствуй! Неважно, открыл ты это видео целенаправленно или же случайно перешел по ссылке от скуки. Я приветствую тебя. Располагайся поудобнее и позволь занять твое время на несколько следующих минут. Меня зовут Ред, и это моя первая попытка сделать интересный видеоконтент для тебя. Сегодня я поведаю тебе историю одного выжившего. Однако, в отличие от множества роликов по DayZ, это не будет суровый экшен PvP. Напротив, этот рассказ будет о человечности, желании помочь и, самое главное, о человеческих ошибках. Ведь именно ошибки делают нас теми, кто мы есть. И именно они позволяют нам получить необходимый жизненный опыт. И как вы поняли, я сейчас говорю далеко не об игре. Если тебе действительно понравится ролик, можешь дать мне об этом знать любым способом, который сочтешь подходящим. Также, если ты хочешь оставить конструктивную критику, комментарии всегда открыты. В свою же очередь, я объявляю этот ролик первым из серии историй выживших. Более тебя не задержу. Приятного просмотра. Однажды, прогуливаясь в районе дамбы Намальска, я заметил бедолагу, что тщетно пытался убежать от зомби и мутантов. Он бегал от здания к зданию, но мутантов меньше не становилось. Наоборот, с каждой секундой они лишь прибывали. В итоге бедняга был вытеснен на крышу, но и там оставаться было небезопасно, так как зомби добирались и туда, вследствие чего ему пришлось принять бой. Понаблюдав за ним какое-то время, я понял, что сам он из передряги не выберется, и поэтому решил прийти к нему на помощь. К тому моменту, как я подоспел, у него уже собралась нехилая компания из слепого пса, кабана и 3 зомби, один из которых был военным. Разделавшись с псом, я заметил, как он бежал по направлению ко мне. Завидев его, я крикнул, чтобы он не стрелял. А теперь давайте на секунду отвлечемся, и я хочу попросить вас хорошенько запомнить этого человека, а именно его ПНВ, винтовку Мосина, противогаз и штаны. Запомнили? Отлично. Тогда вернемся к рассказу. После того, как я понял, что стрелять он не собирается, я решил помочь ему зачистить здание, попутно сказав, что я пришел, чтобы спасти его. В ответ на это он меня поблагодарил и решил поскорее убежать, оставив меня в этой опасной компании, из-за чего уже я был вынужден спасаться на крыше. Поднявшись на крышу, я уже хотел было проклинать его за то, что он оставил меня в этой западне. Однако, взглянув вниз, я увидел, что основная масса мутантов погналась за ним. Разделавшись с парой зомби, что пришли по мою душу, я подумал, что нахожусь в относительной безопасности, пока не увидел возвращающегося ко мне кабана. Как оказалось, кабан был способен подняться на крышу, однако, на мое счастье, на крыше была и запасная лестница. Спускаясь по ней, я увидел еще одного выжившего, пришедшего к нам на сомнительную вечеринку. Понаблюдав за ним, я понял, что он не представляет угрозы, после чего я заметил барак, в котором, судя по всему, и находился наш бедняга, ведь вокруг него роились зомби. Раз начал, доведи дело до конца, подумал я и ринулся на помощь нашему горе-герою. Заметив на земле лежащее оружие, я понял, что это тот самый шанс на спасение. Однако зомби делали все возможное, чтобы помешать мне. Я был вынужден залезть на крышу, чтобы обдумать план дальнейших действий, попутно наблюдая за нашим знакомым, который до сих пор сновал вокруг. Не придумав ничего лучше, чем прорваться до оружия и, забрав его, вернуться на эту же крышу, я побежал.
Однако зомби не подпускали меня ни на шаг, вследствие чего я принял решение вернуться на старую крышу, где меня уже поджидал вооруженный, но дружелюбный выживший. А вместе с ним и наш старый знакомый кабан. А теперь представьте, вы заперты на крыше в окружении целой орды мутантов. У вас нет оружия, чтобы убить их, а ваша операция по спасению выжившего оказалась ловушкой для вас самих. Казалось бы, ситуация хуже некуда. Поверьте мне, всегда есть куда хуже. Начинался выброс. Мысли в голове роятся и мешаются. Каждая из них сменяет предыдущую. Должен найти укрытие. Должен взять оружие. Должен помочь человеку. Но самое громкое из них — я должен выжить. Подобрав оружие, я побежал обратно. Но увидев, что лестница заблокирована, я принял решение покинуть территорию дамбы. Я думал, что успею добраться до ближайшего укрытия до начала выброса. Ох, как же я ошибался. Оказалось, что это был необычный выброс, в ходе которого ты теряешь сознание и получаешь умеренный урон. Это был смертельный выброс, который постепенно убивает тебя. С подобным я раньше не сталкивался, поэтому его резкое наступление повергло меня в шок. И именно поэтому я не сразу осознал, что с каждой секундой я на шаг ближе к гибели. У меня оставался лишь один единственный выход — вернуться назад и найти укрытие. К моему счастью, я увидел казарму, мой единственный шанс выжить. Но чем ближе я подходил, тем яснее становилось, что это укрытие уже кем-то занято. Зомби у входа, закрытые двери, там определенно кто-то есть. Я попросил его не открывать огонь, так как я не хочу никого убивать и просто ищу укрытие. Но, как я и сказал раньше, жизнь — это череда ошибок. Посмотрите на этого парня. Никого не напоминает? А если так, это именно тот человек, ради которого я все и затеял. Я пришел сюда исключительно для того, чтобы спасти его. Однако мы оба стали заложниками ситуации и эмоций. Он допустил свою фатальную ошибку, направив на меня оружие. Вот так, в одно мгновение. Весь проделанный до этого путь был перечеркнут его ошибкой. А через мгновение и дальнейший путь был перечеркнут, но уже моей ошибкой. Ого, ты досмотрел до конца? Надеюсь, тебе понравилось. А если так, дай мне об этом знать. А если помимо видеороликов тебе также интересно и живое общение, я приглашаю тебя на свой Twitch канал, где я провожу прямые трансляции, играю в разные игры и в DayZ в том числе. На этом у меня все. До встречи.